Вы хотите, чтобы ваш мозг работал эффективно, продуктивно, чтобы вы стали лучше. Вы думаете, это какой-то психостимулятор или анатроп? Нет. Это очень простое средство – музыка. Есть даже отдельное направление – музыкотерапия, которое с успехом применяется в самых разных клиниках, и не только в Европе, но и в Российской Федерации. Есть специальные музыкотерапевты, получающие образование и использующие разные виды музыки для того, чтобы помочь нашим пациентам. Я вспоминаю одну из наших работ, которая так и называется «Музыкотерапия в ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт». Суть ее в том, что мы, кроме различных методов реабилитации, препаратов, лечебной физкультуры, эрготерапии, психологической поддержки, использовали такое простое, но очень эффективное средство, как музыка. Нашим пациентам, которые перенесли инсульт, мы давали в качестве лекарства, именно так можно сказать, разные варианты музыкальных отрывков из произведений Шостаковича, Чайковского. Сразу хочу сказать, что не каждая, даже классическая музыка, может подойти как хорошее средство для музыкотерапии. Ну, например, Вивальди не подойдет пациентам с тревогой и паническими атаками. А вот Моцарт может их успокоить, равно как и музыка Шопена. Бах будет тяжело восприниматься пациентами с депрессиями. Это тяжелая, интересная, но своеобразная музыка, которую не воспримет человек с аффективными нарушениями. Так вот, когда мы провели курс музыкотерапии у пациентов, перенесших инсульт, мы удивились результатом. Во-первых, у людей, которые помимо основных препаратов и классических методов физиотерапии, лечебной физкультуры получали музыку, быстрее улучшались моторные навыки. У них быстрее восстанавливалась мелкая моторика, то есть движение в руке после перенесенного инсульта восстанавливались быстро. Второй момент, это было тоже очень интересное открытие, что музыка классическая влияла на вегетативный гомеостаз. То есть та самая автономная вегетативная нервная система, которая в самом названии подразумевается, что она работает вне зависимости от наших желаний, от наших мыслей, так вот она тоже подвергалась влиянию музыки. Определенный ритм, тональность музыкального произведения изменяет и психологический настрой пациента. И в итоге приводит к улучшению его исходов после реабилитации. Эту работу мы представляем вот здесь на экране, ссылка на нее есть. И посмотрите, пожалуйста, вот на этот график, где явственно видно, как улучшаются показатели мелкой моторики у пациентов, перенесших инсульт, которые получали лекарства, музыкотерапию. Самые первые серьезные научные исследования начались в середине 20 века. Посмотрите, пожалуйста, вот одна из первых работ, посвященная музыкотерапии и влиянию музыки на мозг. С 60-х годов прошлого столетия эта тема стала очень быстро развиваться. И я сейчас хочу обратиться к современной научной периодике. Турецкие ученые в своем исследовании показали, что люди, которые слушают музыку в отделении неотложной терапии, в приемном покое, намного легче переносят медицинские процедуры и чувствуют себя спокойнее. Далее, мы знаем, что дети, особенно маленькие дети, крайне негативно относятся к любой медицинской процедуре. И опять-таки было проведено исследование, в котором было показано, что если детям включали спокойную, тихую мелодию, то они легче переносили уколы, и взять у них анализ крови было проще. Другими словами, мы можем говорить о том, что в любом медицинском учреждении, это такая своеобразная рекомендация, хорошо бы включать музыку. По крайней мере, в нашей клинике мы так делаем постоянно. Но я начал с того, что мозг под действием музыки меняется. Еще одно исследование испанских нейрофизиологов, которые показали, что человек, который занимается музыкой, который слушает хорошую музыку, преимущественно классическую музыку, мозг этого человека меняется. И у меня, конечно, рекомендация к родителям. Все мы хотим, чтобы наши дети были умнее, развивались быстрее, говорили быстрее, говорили хорошо, думали ясно. Так вот, для этого одна из медицинских рекомендаций, пожалуйста, ненавязчиво, но сделайте так, чтобы ваш ребенок либо занимался музыкой, либо слушал хорошую музыку. Но что же происходит в мозге, когда человек слышит хорошую, качественную и спокойную музыку?
В мозге располагается очень важная структура – амигдала, миндалина. Она продуцирует тревогу. О тревоге мы не раз уже говорили на нашем YouTube-канале, обсуждая панические атаки, генерализованные тревожные расстройства, депрессию. Так вот, показано, что если человек начинает слушать спокойную музыку, нерваную, резкую, современную, в которой нет приятных уху тональностей, вот если человек слышит эту спокойную музыку, то активность амигдалы стихает. Образно говоря, мозг начинает успокаиваться. Более того, были проведены исследования, которые показали, посмотрите, пожалуйста, на экран, что музыка влияет на боль. То есть человек, испытывающий боль, начинает ощущать ее намного меньше. И здесь влияние музыки уже на другую структуру головного мозга, на таламус. Потому что это структура мозга, которая непосредственным образом отвечает за переработку болевой информации. Но хорошо, мы сейчас говорили об успокаивающем, гармонизирующем влиянии музыки. Но ведь ни для кого не секрет, что, например, в фитнес-центрах, в спортивных залах музыка совсем другая. Она ритмичная, энергичная, и это другое действие музыкального произведения. Это момент, когда организм переходит в состояние мобилизации. И многие спортсмены используют этот эффект для того, чтобы завести себя в хорошем смысле этого слова или достичь определенного спортивного результата. А если вы ходите в фитнес, то, по крайней мере, я так вижу некоторых опытных людей, которые слушают музыку, свою музыку, которую они специально подобрали, возможно, с тренером, и для того, чтобы достичь хороших результатов в своих спортивных занятиях. Но я должен вспомнить и о негативном эффекте, в частности, когда музыку использовали в качестве пыток. Например, включали на полную громкость heavy metal, и человек переходил в совершенно особое психологическое состояние. Как и везде, как и во всем, музыка может быть и благом, и наносить вред человеку. И я рекомендую слушать хорошую классическую музыку, дабы вы развивали свой мозг и мозг ваших близких. Будьте здоровы!